Всем привет! Сегодня я хочу поплавить вот эти 4 поршня. Тракторные поршня с Беларуса, 7 килограмм. Но всего, если точно, 6800 весом вот эти поршни. Буду плавить я теперь по способу никаких березовых палок, ничего. Таким, можно сказать, традиционным способом с добавлением флюса, то есть соль и сода. Сделал вот такой вот колокол. Наконец-то увидел я, как он выглядит более-менее по-настоящему, вживую. Увидел я его на канале моего хорошего знакомого Игорь Крамарчук. Так и называется канал. Можете зайти посмотреть, есть интересные вещицы у человека. Вот. Ну и я еще добавлю цинк, потому что в прошлых опытах с добавлением цинка я выявил то, что цинк, да, действительно, он при обработке потом алюминия этого полученного помогает хорошо. То есть не налипает на резец, точится, прям красота. Так, заливать я буду это все в эти формы. Тут тоже экспериментальная одна. Вот это вот термос. Термос, который я освободил от всего пластикового. Он остался двойной. То есть остывать будет здесь алюминий совсем по-другому. Не так резко, как в этих формах. И посмотрю, что с этого получится. Ну, как только подстынет, затвердеет, я его закалю водой, воду опущу. И потом еще мне Игорь посоветовал такое дело, что после закалки, как он сказал, стабилизировать или как, не помню. Короче, выплавленный алюминий нужно поместить опять в печь. То есть, чтобы он вместе с печкой остыл потихоньку. Ну, это как металл закаляется. Сначала закаляется до хрупости, а потом чуть-чуть отпускается, чтобы не был именно хрупкий. Я так понял. Так, вот, короче, это будет так. Плавить буду я в этой печи своей, которую уже несколько месяцев не заряжал. Паяльной лампой, потому что газа у нас нет, а в баллонах газ стоит у нас 1001 баллон, поэтому жалко, бензин дешевле. И потом, если хватит у меня еще запала и погода позволит, потому что полночи шел дождь, и сейчас пасмурно, поэтому если все сложится хорошо, попробую еще сплавить вот этот остатки свои, то, что я собирал, жалел, берег на всякий случай. Ну, а поршня попали в руки, теперь можно поплавить все. И посмотрю, потому что Игорь еще сказал мне, что с поршней намного качественнее получается потом алюминий, дюраль, чем вот со всякого хлама. И тоже проверю. И потом в конце поточим, посмотрим, как поведет себя этот алюминий. Этот отдельно буду плавить, этот отдельно. Посмотрим, как этот поведет и этот. Изменятся ли какие характеристики, что будет лучше. Ну а теперь все. Разжигаю лампу и плавлю. Поршня я не пилил, потому что у меня тигель позволяет как раз этот поршень ставить. То есть расплавится поршень, кину следующий. Все, поехали. Закинул первый поршень. Сейчас покажу, как в топке дела происходят. Плавится алюминий, расскажу немножко про флюс. Короче, вот этот колокол, который я показал, я сюда засыпал ложку соды, столовую, десертную вернее, десертная ложка соды и ложка соли. И не стал я заматывать фольгу, как это делают обычно, а просто сделал из фольги пыш и запыжевал. Все, и потом перед отливкой опущу на дно, пускай прокипит. По идее должны от этого всего газы выйти. То есть,
короче, уменьшает количество пор. Вот и проверим. Просто многие, я смотрел на ютубе, вот делают, фольгу заворачивают, флюс, ну то есть соду с солью, и просто кидают и размешивают. И получается, что вся реакция происходит наверху, ну, наверху алюминия, и как таковое на дне ничего не происходит, и что кидал, что не кидал, получается. То есть это дело нужно опускать обязательно на дно.
сделал. Я думал, лампа закончится у меня. Бензин в лампе. Нормально. Так, теперь выливаем. Ого, 7 килограмм. Так, ладно. Надо маленькие залить. Ах ты, с землей еще хлебать будет, ё. Ладно, откололся. Ничего. Все. Так, ну вот, с ошибочками, с косячками. Ну, залил. Теперь остужу. Закладу, что смогу, что влезет в печь назад. И попробуем точить. И, как я говорил, второй этот чермет, который вторую закладку хотел делать, не получится делать, потому что уже начинает накрапывать дождь. Небо черное, темнеет. По-моему, скоро будет гроза. Поэтому это успел, рад. Ну вот, достал я алюминий, который отлил сегодня. И скажу вам честно, так я еще не позорился. И так я еще не косячил ни разу. Даже когда первый раз я отливал алюминий, дюр-дюр алюминий, я так не косячил. Может, потому что несколько месяцев я этим не занимался. Во-первых, я забыл, что нельзя, чтобы горячий алюминий контачил с землей или с песком. А я две формы вставил, то есть трубку одну вставил в землю. И от огнетушителя дно вставил в землю. То есть вот здесь касался земли. Они у меня закипели. Поэтому получилась такая вот кокобяка. И здесь тоже. Вон что получилось. Дальше в термосе эксперимент не удался. Смотрите, что вышло по кругу. Что это такое, у меня есть подозрение, конечно. Ну, прав я или не прав. Так, вот это дно. И получается вот как раз дно испоганенное. Просто если помните, я в термос налил какое-то количество. Потом начал разливать по другим формам. А потом опять в термос налил. И вот, возможно, он уже схватывался, алюминий. А я горячего добавил. Может, какие-то пузыри образовались или что. Ну, по кругу вот такое вот кольцо получилось. Вот. И в итоге получается, что как мы в детстве плавили в консервных банках, так вот оно, лучше всего форма такая и есть. Но это крышка от термоса. Ну, то же самое, что консервная банка. Ну, вот у нее более-менее нормальная отливка. Закалил. Потом вот вынул, поместил в печь, потому что печь горячая, она еще до сих пор горячая. В печи, короче, она еще поднагрелась. Так понимаю, что отпустилась эта заготовка. Но это не заготовки, это я сильно не переживаю, что вот так накосячил, потому что это первая переплавка. А когда мне нужно что-то делать, шкив или что-то, я всегда плавлю дважды. То есть это просто будет лежать при заготовке. Надо мне что-то, я под какую-то форму, сколько мне надо алюминия, столько я и расплавлю второй раз. Так, ну что теперь? Теперь, наверное, проверим вот эту станок. Посмотрим, как тут с порами будет. Флюс сделал свое дело или нет. Или может что-то я неправильно с флюсом сделал. Кто-то может уже сразу знает. Ну напишите, подскажите, как им пользоваться. Потому что видели, наверное, да? Скорее всего в камеру попало, что флюс получилось у меня в этом колоколе. Он скипелся и высыпаться не хотел. То есть сода с солью. Пришлось мне об дно выстукивать, и тогда уже забурлило как положено. Может, я не додержал, рано вылил. Ну, то есть, что я хочу сказать. Как перебурлило, и можно сказать, я уже побоялся, что в лампе бензин кончится. И начал выливать. Может, надо было еще погреть больше. Напишите, если есть соображения какие-то. Если вы в этом понимаете, научите меня. Так, ну все, сейчас станок заряжаю.
Посмотрим, что тут вышло вообще. Любопытство взяло у меня немножко вверх надо мной, и пока не переставил кулачки на обратные, решил проверить вот эту заготовку, которая кипела в трубе. Быстренько сейчас ее пройду. Ну да, в пузырях, правильно. Ну, еще и водой напитано. Прям вода выступает. Все, короче, ставлю хорошую. Посмотрим, что там. Проверяем самую лучшую.
Так, все, хватит переводить материал. Сейчас я, наверное, ее сниму, и мы поближе рассмотрим, что тут получилось, что не получилось. И есть ли смысл делать с флюсом. Ну вот, что получилось вблизи. Я даже за другими очками сходил, чтобы посмотреть каждый пузырь, каждую пору. И в итоге... Так, вам, наверное, отсвечивает свет, да? Сейчас я уберу свет. Может, так будет лучше. И в итоге, ну, считанные поры, то есть совсем мало. Одна, вторая. То есть мало-мало-мало пор. Так же самое и на дне. Я думаю, для этих домашних самоделок своих это вполне себе пригодный способ. Спасибо, Игорек, тебе за науку. Флюс работает. Главное не нарушать технологию, как я это сделал. В следующий раз теперь буду плавить. Просто сейчас я плавил 4 поршня, это много. Лампа 2-литровая паяльная. Я же говорю, бензин кончался, поэтому я поторопился. Она уже начала фыркать, лампа, и я быстро-быстро все попереливал. А вот если после добавления флюса еще бы постоял бы он, алюминий этот, погрелся бы, возможно бы и последние газы пойти вышли бы как раз. Пор бы и не было, может быть. Ну все, отличный способ, работает. Нормальный алюминий получился. Так что, думаю, все. Заканчиваю я на этом видео. Достал я, наверное, вас сегодня уже. Все, всем удачи, пока. До свидания.